что темная энергия не имеет облика, не имеет национальности и языков. Привет. Летают мысли у меня в голове. Надо вам срочно передать их, поделиться с вами. Вспомнил случай с площади, когда звучала в моем исполнении «Темная ночь», и ничего как бы не предвещало, и вдруг передо мной появляется существо в виде человека. Я сразу вижу в глазах этого существа его взгляд, направленный на меня. Я не вижу сознания этого человека, оно, скорее всего, уже спит в нем, но я вижу вот этот посыл, который: Иван, да ты и есть тьма, как ты смеешь петь на русском языке? Ты же хорошо видишь, как я всех переубеждаю, что теперь твой родной язык — это фашистский язык, а все остальные — хорошие языки. Но если я захочу, я потом и в другом языке покопаюсь. Но пока влияние огромное у меня именно с русским языком. А вы, человечки, вы мои персонажики, за которых я вот так вот дергаю ниточки, и вы, убеждаю вас, вы в это верите, и стравливаю вас. Но я-то знаю это. А знала ли она, что все, что она говорила, все, что она думала, во что так верила, это не имеет ничего общего с истиной? Ведь о чем здравомыслие говорит? О том, что если бы она хотя бы даже дала мне там ответить на какой-то ее вопрос, спросить, так это же было во время пения, что я даже, в принципе, и не мог прервать песню. Хотя я помню, в первую секунду мне очень чего хотелось много ей ответить сразу. И тут я себя словил. Это даже происходило так быстро, что это даже, наверное, не секунды, а миллисекунды. Я понял, что мне вообще не нужно отвечать, реагировать, иначе я поведусь, поддамся. И все равно ей абсолютно было неинтересно знать мою позицию, знакомиться со мной как с человеком, который она первый раз в своей жизни видит. Ну, такой незначительный совсем момент, да? То есть уже можно не общаться. Так, значит, ищем людей по вот этим признакам. Видишь по этому признаку? Все. Враг. И обидно то, что она даже, в принципе, и не знала ничего обо мне. Но она была вне сомнений, как она считала, права в своих словах, в своих действиях. И, в общем, вот так.
улетела мысль. Так вот, когда я хотел ей ответить, кто это был? Я настоящий? Либо кто-то что-то другое меня подзывало на это действие? Я точно знаю, что это был не я, потому что я находился в спокойствии, я никого не ненавидел, никому злобы не испытывал. Так кому же так хотелось, чтобы я ответил ей? Наверное, давайте представим некому существу, которое пыталось пробиться в меня. Ранее уже я усвоил этот урок. В нашей жизни повседневной часто мы сталкиваемся с внешними негативными раздражителями. Даже если вы где-то видите человека раздраженного, озлобленного, он может запросто передать вам эту же энергию, и вы можете тоже стать озлобленным и отвечать. Что происходит дальше? После первого шага, если я отвечаю, скажем так, тоже выплескиваю яд, в котором я убежден и хочу себя оправдать. Что потом происходит? Через какое-то время я себе задаю вопрос, зачем я это сделал? Нужно ли мне это было? Я знаю, что не нужно. А кто-то другой, какому-то существу, которое уже во мне находится, он начинает искать оправдание. И у него очень хорошо это получается. Ну как же это тебе не нужно? Ты что? Как ты мог посметь? Кому-то с тобой так обратиться, говорит мне. Ты что? Ты вообще пустое место, тебя можно раздавить. Все правильно ты сделал, что ты также этому человеку навредил словом или действием. И это не конец. Дальше ты начинаешь себя оправдывать и еще больше злишься и начинаешь думать, что да я еще мало сделал, я мало ответил, надо было больше еще. И этому нет конца. Это состояние начинает все больше и больше увеличиваться. И если на себя вовремя не посмотреть со стороны, то это существо начинает, в данном случае меня, к себе засасывать. И я не могу теперь так просто отказаться от этой мысли, выкинуть ее из головы. Она начинает поедать меня. Я хочу уйти от нее, но не получается. А если контакт продолжается с изначально раздраженным внешним источником, то это все усиливается многократно. Это нужно мне? Точно нет. До этого я не был знаком с этой темной энергией, но она каким-то образом в меня начала вселять эту ненависть и оправдывать ее, и убеждать.
так, что я могу даже ей поверить. То, что это я на стороне добра и света иду, как я считаю, защищаю себя, иду и наношу вред обидчику. Но здесь не будет конца и края. Обратно уже будет все сложнее и сложнее вернуться в то самое состояние, когда нужно просто не реагировать на темную энергию и не давать ей проникнуть в меня. Вот так и было, когда я пел. Я сразу понял, что меня кто-то хочет запутать, спутать с моего пути, убедить меня в том, что я что-то делаю не так. И если у меня моя личная жизненная позиция слабая, меня будет легко засосать этой темной энергией в свое болото, из которого уже потом будет очень сложно выбраться. Но можно. Поэтому я говорил и хочу еще раз повторить, что темная энергия не имеет облика, не имеет национальности и языков. Мы люди, мы для нее еда, но питается. И чем больше она себя распространит, запутывая нас, вот сидит Петя, Вася и какая-нибудь, пускай, тетя Мотя. И каждый из них говорит, что я на стороне добра, и тыкая пальцем, а он плохой. И выслушивая каждого человека, можно понять, что у них своя правота, своя позиция. Но никто из них и даже не догадывается, то, что во всех них сидит это существо и всех их запутывает. Вопрос. Кто Пете, Васе и тете Моти это объяснит? Существо? Да никогда в жизни. Оно только даст еще больше повода, чтобы они делали больше зла. Тетя Моти скажет на тетю Феню, что тетя Феня – это злыдня. Она плохая, и она делает зло. То есть само зло говорит само себя и порождает в другом. И сама темная энергия говорит, что нет, это я свет, это я свет. Это человеку, который не понимает этого, он будет просто запутан. И самое интересное, что эта фраза «добро с кулаками» — это от того же существа. От того же существа. Надо же как-то оправдать себя. Ну, а другого варианта у него нет. Как ему убедить своих, скажем так, съеденных жертв, в которых он вселился, чтобы они продолжали делать зло? Как? Он же не может сказать «я зло»,
я сдаюсь. Я злой, я буду делать зло. Он маску не снимет до тех пор, пока кто-то не снимет маску этому злу. И будет убеждать всех, что оно добро. Вот о чем нам надо разбираться. Я думаю, что с той женщиной, если бы я находился в другой ситуации, обстановке, разговор бы сложился бы с ней совсем иначе. Нужно просто сказать себе, что если я совершаю какой-то нехороший поступок, нужно осмелиться сказать себе, что я допускаю этому существу так поступить. Потому что мне, кому хочется зло? Наверное, никому. Но почему так получается, что в определенный момент человек не просто гонится делать это зло, а еще и клянет и ревет на тех, кто его не делает, потому что он убежден, что он делает добро. Спасибо. Не забывайте, что вы в секте. Можете сами дать ей название, но что вы думаете по этому поводу? Жду вашего общения. Пока.